В Японии проживает почти 3 миллиона иностранцев, и 1 800 000 из них официально трудоустроены. Является ли Япония привлекательной для трудовой иммиграции? Каково иностранцу искать работу в Японии? Как искать? Где искать? Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами снова Пых, и сегодня поговорим с вами о поиске работы в Японии, о том, какие есть основные пути, направления и как вообще искать работу. И также дам несколько советов о том, как себя вести на собеседовании в Японии и вообще о внешнем виде при поиске работы в Японии. Если говорить о поиске работы в Японии, то нужно понимать, что вам необходима будет рабочая виза, а соответственно для того, чтобы получить рабочую визу в Японии, вам необходимо будет наличие высшего образования. К сожалению, пока так или иначе, и я на этом застрял ваш момент, что пока Тохтагино – это не та система, которая позволит любому человеку, даже без высшего образования, получить рабочую визу в Японии. Что касаемо самого поиска работы в Японии, то здесь мы имеем две ситуации. Когда вы ищете работу в Японии, например, после языковой школы, либо участия в языковой школе, после какого-либо института японского или другого учебного заведения. И второй момент, когда вы находитесь не в Японии. Что касаемо тех ребят и девчонок, которые находятся не в Японии, то работу искать можно, работу найти тоже можно, однако при этом вам необходимо будет, скажем так, шерстить большое количество сайтов, где есть сайты и на русском языке, есть сайты и на английском языке, на японском языке. И здесь, кстати, звертаю ваше внимание, что если вы знаете японский язык и знаете английский язык, то работу будет найти проще. Вообще те сайты, где есть на русском языке, я их не рекомендую, потому что зачастую там реально либо лохотрон, либо какой-то развод на деньги разных видов, поэтому лучше их не использовать, а использовать проверенные сайты, и большое количество, я не буду всех называть, это на английском языке еще раз и на японском языке. Вообще это, наверное, вам, так скажем, стимул, учить японский язык, учить английский язык. Минимум, который вам нужен, если говорить по японскому языку, это хотя бы N4, ну а лучше, конечно, японский язык уровня N3. Еще одним местом, скажем так, шикарным местом, которое позволит вам впоследствии переехать на работу в Японии, могут являться филиалы японских фирм, которые находятся в вашей стране, либо даже в вашем городе. В данном случае вы устраиваетесь на работу в японский филиал, и затем, например, через несколько лет, возможно, вы сможете переехать в Японию, в другой офис, например, который находится в Японии, либо даже в головное предприятие, которое находится в Японии. Как конкретный случай, есть у меня друг американец, который в свое время работал в японской фирме у себя, на родине в Штатах, и через несколько лет его перевели как хорошего сотрудника работать в Токио. Вот таким образом он попал в Токио, хотя сам он сказал, что я не собирался даже сюда приезжать, но, скажем так, администрация предприятия попросила, и он приехал. Причем он приехал вообще без японского языка, но у него, естественно, шикарный язык, потому что это его язык. Вообще интересный был случай, потому что впоследствии он, конечно, вернулся на родину, потому как Япония ему не понравилась из-за поведения японцев, самих японок, но это немножко другая история. Если мы говорим о поиске работы в самой Японии, то есть после языковой школы, участия в языковой школе, либо после японского института, либо какого-то другого учебного заведения, то, как я говорил уже ранее, чем раньше вы начнете искать, тем лучше, потому что вам нужно будет привыкнуть к японской системе поиска работы, так называемой Shushoku Katsudo, которая, кстати, во многих случаях имеет только один шанс, потому что многие большие крупные предприятия ищут работников только раз в год. И если вы не попали в этот период, то, соответственно, в ту компанию, например, если вы захотели, вы в нее уже устроиться в этом году не сможете. Например, это Rakuten, то же самое Google, либо какой-то там Mitsubishi банк. Поэтому в данном случае вам нужно будет чистить информацию и узнавать, когда они ищут себе сотрудников. Вообще такая информация есть у них, как правило, на сайтах, либо на крупных сайтах для поиска работ, поэтому там вы все это найти можете. Что важно при поиске работы в Японии, находясь в самой Японии? А важно наличие у вас знаний языка. И сейчас повторюсь, что если вы плохо знаете японский язык, например, у вас там N5 или N4, то будет проблема в поиске работы, так как резюме пишется, естественно, на японском языке, собеседование Минсетсу будет проходить тоже на японском языке, и работодатель сразу поймет, знаете японский язык или нет. Это, кстати, наверное, еще один камень в поиск тех, кто говорит, что у меня там N1, N2, а я не могу найти работу. N1, N2 показывает ваше знание японского языка, но не показывает, скажем так, ваше понимание японского языка, потому что я встречал не раз ребят, у которых N1, но они не могут связать двух слов на японском языке. И наоборот. Человек прекрасно знает японский язык, хорошо разговаривает, знает бизнес японский, например, там кейго, но не может ни читать, ни писать. Такого человека, если возьмем на работу, как он будет работать в офисе? Ведь
бумаги, соответственно, да, работать на компьютере, все с японским языком. И если он его не понимает, соответственно, он работать не сможет. Понятное дело, что такого сотрудника, скорее всего, не возьмут на работу. Как совет, кстати, я уже не раз вам давал, это учите иностранные языки. Если вы знаете русский язык, английский язык, японский язык, то у вас уже будет больше шансов, и вы будете иметь преимущество перед другими, да, кандидатами на то или иное рабочее место. Также очень популярны азиатские языки, это китайский язык, например, корейский язык. Если вы знаете, у вас будет еще больше шансов найти работу в Японии. Вообще, хочу вам отметить так, что сейчас в Японии работодатель больше смотрит не на то, какой вы институт закончили, например, да, раньше там это был Токийский институт или Киотский институт, и считали, если закончил туда, то все, у тебя работа обеспечена. Сейчас работодатель больше смотрит на то, на что способен сотрудник, потому что выпускников одного и того же вуза много, и как выбрать из них того, кто подходит именно на данное место. Поэтому нужно иметь какое-то, да, отличие от других таких же ребят. И если вы знаете много языков, это уже большой у вас плюс. Допустим, у вас есть какая-то там еще, да, отдельная специальность полученная, какие-то курсы пройдены. Все это есть ваш плюс, и это нужно писать, конечно, в резюме, которое вы подаете работодателю. Отдельным вопросом в поиске работы в Японии является собеседование в Японии и вообще сам процесс прохождения собеседования в Японии. Многие говорят о том, что я прошел, например, с первого собеседования, и все, меня так сразу взяли. Это вообще, конечно, знаете, такие байки, истории, я им не верю. И наша самостоятельность говорит о том, что обычный японец, да, выпускник вуза, он перед тем, как найти работу, проходит порядка 10-15 собеседований. А те, когда иностранец приехал в языковую школу с плохим знанием, допустим, японского языка, с плохим знанием английского языка, и сразу нашел работу, его там чуть не взяли с руками, я вообще молодец. Это байки, я им не верю, и не хочу вам внушать, да, такую большую надежду. Нужно стараться, нужно ходить, да, работать ножками для того, чтобы найти хорошее место и вообще устроиться на работу. Что касаемо самих собеседований в Японии, то они проходят, как правило, групповые, перекрестные, параллельные, то есть вас сажают, да, несколько человек и задают один и тот же вопрос, даже параллельно задают вопросы. К этому надо привыкать, поэтому я думаю, что любое первое собеседование ваше, скорее всего, пройдет не так, как вы хотели. И здесь, наверное, важно первое впечатление, поэтому нужно обратить внимание на внешний вид. Что касаемо парней и девчонок, то нужно обязательно делать так, чтобы прическа не закрывала уши. Поэтому, например, девушки, да, в хвостик. У парней это основных 5 причесок. Я вам сейчас покажу их на экране, вы видите. Это, которые рекомендуются, как правило, это все короткие стрижки. И лучше брать какую-то одну из этих 5 и избегать, кстати, тоже на экранчик выйдет, 2 вида причесок, которые они будут отпугивать работодателей. Это когда зализаны, да, вот назад волосы, вы увидите на фотографии, и когда большое количество волос, как вы знаете, какой-то типа ботан, можно сказать, да, прическа. Кстати, это, наверное, тот момент, который многие не учитывают, иностранцы, потому что работодатель обращает внимание на внешний вид сотрудников, которые пытаются, да, будущих сотрудников, которые пытаются устроить с ними на работу. И, например, тот же самый конский хвост, да, когда есть у парней длинные волосы, они их собирают, считают, что это не помеха. Был случай, у меня реальный случай, со мной учился кореец, у него были длинные волосы, и он, когда начал искать работу, спросил учителя, говорит, что мне нужно сделать. Учитель сразу сказал, иди в парикмахерскую и состригай свои волосы. Тот был в шоке, сказал, что нет, ничего, я делать не буду, мои волосы мое достояние. Но учитель ему сказал, что, ну смотри, я тебя предупредил. В результате тот прошел порядка, наверное, 15 собеседований, и везде ему отказывали. Он отчаялся, спросил еще раз учителя, учитель сказал, я же тебе говорил, да, состригай волосы, да, делай короткую прическу, которая устраивает работодателя. И после того, как он постригся, через 2 собеседования его взяли. Возможно, это не совпадение, да, то есть, да, на самом деле не так, но мне кажется, что, скорее всего, из-за того, что он постригся, как раз таки его взяли на работу, потому что до этого его не брали, а у него были довольно-таки длинные волосы, чуть ли не, по-моему, да, где-то на уровне груди, что ли, да, вьющиеся волосы, не знаю, как назовем, но суть в том, что прическа влияет. Также влияет и цвет волос. Если вы красите волосы, то рекомендую вам вернуть их в прежнее состояние, то есть, например, в черный русый цвет, то есть вообще темный цвет. И еще раз напоминаю, что это может очень сильно сказаться по решению, принять вас на работу или нет. Еще один важный момент во внешнем виде при поиске работы в Японии, при прохождении собеседования, это одежда. Это костюм, как правило, костюм темных тонов, либо вообще черный костюм, естественно, галстук, черные туфли.
Если это принимает сам работодатель, обычно, допустим, в условиях собеседования указано, можно прийти в свободной одежде, либо в официальной, то есть в костюме. Если указано, что можно в обычной одежде, то, понятное дело, что не рваные джинсы, но вы можете прийти в джинсах, в пиджаке, либо в джинсе-свитере. Если работодатель это допускает, то это, в принципе, нормально и не будет какой-то ошибкой. Единственное, что может оказаться так, что вы окажетесь белой вороной, например, все придут в костюмах, а вы в обычной одежде, в свитере и в джинсах. Но это, знаете, такой момент, что японцы, как правило, идут на собеседование в костюмах. Неважно, указано это, например, то, что можно прийти в обычной одежде или нет. Поэтому это нужно просто, скажем так, принять и забыть. Можно будет выделиться. Кстати, наверное, это будет одним важным плюсом даже, что вы будете выделяться на фоне других кандидатов на то или иное рабочее место. И, возможно, это даже окажется плюсом к тому, что вас возьмут на работу. И еще один самый, наверное, важный совет для тех, кто ищет работу в Японии, ходит на собеседование в самой Японии, это не отчаиваться, ходить на собеседование, работать ножками, работать головой и попытаться устроиться на работу, которая предоставит вам рабочую визу, может даже, если она вам не особо понравится, впоследствии, фирма. Почему? Потому что если вы найдете работу, получите рабочую визу, то впоследствии вы сможете, в принципе, потом уйти в другую компанию. Порой даже это сделать проще, чем изначально. Например, хотели какую-то крутую компанию, может, то же самое Google, а вас взяли какую-то маленькую контору, которая занимается программированием. С компании в компанию уходить легче, проще, и при этом, знаете, японцы даже будут относиться к вам лучше, так как уже понимают, что у вас есть опыт работы в другой японской компании, а, соответственно, если вас приняли в другую компанию, значит, данная компания может заинтересоваться в вас и понять, что, ага, его взяли на работу, значит, и мы можем взять, он справится с той или иной должностью. Это будет еще одним большим вашим достижением и позволит вам сменить место работы и устроиться сюда, куда вы захотели. Ну что, хлопцы и девчата, вот такое видео о поиске работы в Японии. Если понравилось данное видео, ставьте лайк, оставьте комментарий и не забывайте подписываться на мой канал. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, близким и знакомым. И давайте поможем мне достичь цели хотя бы в 4000 подписчиков до конца этого года. Я верю, что благодаря вам я смогу ее достичь. На сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.